Всем привет, с вами Максим Холдер, тренер Академии покера по МТТ. И сегодня я вам расскажу, как максимально эффективно разыгрывать флеш-дро. Давайте вспомним, что такое флеш. Флеш — это пятая по силе комбинация в покере. Ее можно собрать, когда у нас на руках две карты этой масти, 3 на столе, когда у нас на руках одна карта этой масти и 4 на столе. Либо есть еще один вариант, когда на столе лежит 5 карт этой масти. То есть этот вариант почему-то у моих учеников, которые только приходят заниматься, некоторых учеников, вызывает больше всего вопросов, как здесь определять флеш. То есть именно старшинство карт. Можете написать в комментарии, как часто вы сталкивались с такой ситуацией, когда на доску выкладывали 5 карт одной масти. Ни для кого не секрет, что сателлит — это реальный шанс отобраться на дорогой турнир при минимальном вложении в игру. Научись отбираться в дорогие турниры и попадать за финальный стол. Курс про МТТ — это полная программа для прибыльной игры в сателлитах. Ты получишь уникальные чарты и стратегию, поймешь, как с таблицей аутов и простой математикой всегда знать шансы на выигрыш, не тратя много времени на длительные расчеты. Также ты получишь расписание самых выгодных сателлитов, и тебе не придется искать их самому. Индивидуальное занятие после курса веду в том числе и я. Переходи по ссылке в описании, оставляй заявку на курс про МТТ и научись отбираться в дорогие турниры. Давайте теперь посмотрим, что необходимо для того, чтобы собрать флеш. Для начала нам нужно получить на префлопе две карты одной масти. Вероятность такого события 24%. То есть один раз из 4 нам будут раздавать одномастные карты, и дальше мы с ними можем собирать флеш, флеш-дро. Но в эти 24% входит вероятность получения всех мастевых карт. То есть это такие карты, как и король 2, дама 2, валет 2, валет 3. То есть те карты, с которыми мы хотим играть, и те карты, с которыми мы не всегда готовы вступать в игру. Если мы берем только те карты, которые мы хотим видеть у себя в боксе, то это коннекторы, гап-коннекторы мастевые, и получить такую карту мы можем только в 7% случаев. После того, как нам эти карты раздали, вероятность того, что мы увидим флеш-дро на флопе, 11%, то есть не самая большая вероятность. А дальше уже к терну флеш-дро закрывается нам в 20% случаев. Если мы выставляемся на флопе в all-in, то вероятность 35%, что к риверу мы доедем во флеш. Теперь какие бывают варианты розыгрыша флеш-дро? Можно флеш-дро разыгрывать как активно, так и пассивно. То есть эти два варианта, они хорошие, они не значит, что если вы разыграете пассивно, вы играете плохо, а активно вы красавчик. То есть нет, можно и так играть, тут разницы нет. Разница лишь в том, что при пассивном розыгрыше мы калируем ставки оппонента, либо играем чек-чек и надеемся, что нам доедет. Здесь хочу отметить, что мы можем калировать плюсово только ставки до половины банка, то есть 50% ставку мы тоже можем калировать, хотя она и дает нам шансы банка 25%, а вероятность доехать во флеш 20%. Но большинство оппонентов ставят ставки в 50%, поэтому мы не можем просто выбрасывать постоянно на такую ставку. И тем более мы, когда доезжаем во флеш, мы этот минусовой кол окупим добором с оппонента. При активном розыгрыше здесь все немножко сложнее, здесь уже нужно понимать диапазоны, нужно смотреть, с какой позиции открывается оппонент, чтобы можно было его заблефовать. То есть мы при активном розыгрыше играем либо рейс, либо бетим самого оппонента, чтобы заставить его выбросить сильнейшую руку. То есть здесь уже мы выигрываем банки не только когда на флеш доезжает, но и тогда, когда мы оппонента заставили выбросить. У меня есть 3 примера раздач. Это активный розыгрыш, пассивный розыгрыш и пример не самого удачного розыгрыша флеш-дро. И сейчас я вам их покажу. Разберем пример активного ведения розыгрыша. Раздача была сыграна между Джастином Бонамо и Джеком Шиндлером. Как мы видим на скриншоте, Джек Шиндлер открывается рейзом, Бонамо с дама 7 мастевыми его калирует. Выходит доска 8-5-10 с одной чирвой. Эта доска не подошла, скорее всего, агрессору, потому что с УТГ мы открываем достаточно сильный диапазон. И Бонамо за нее тоже не особо зацепился. Он, так как играет без позиции, просто защищал большой блайнд, играет чеком, агрессор тоже решает чекнуть. По терну выходит 4 червей, сейчас уже у Бонамо поехала флеш-дро. Но так как оппонент не проявил никакой активности, так как он был префлоп агрессором, то есть можно сделать вывод о том, что у него все-таки не очень сильная рука, то есть там нету оверпар. И в таком случае эту раздачу мы можем выиграть какими-то агрессивными действиями, то есть что в данном случае Бонамо и делает. То есть он ставит 1 400 000 в банк 2 100 000, рассчитывая прямо сейчас забрать банк, выбить оппонента из раздачи, либо если он нас закалирует, то у нас будут неплохие шансы доехать во флеш и обыграть его все равно. Джек Шиндлер нас калирует, выходит терном девятка бубновая, которая вообще ничего не меняет.
То есть у агрессора Джека Шиндлера нету девяток в диапазоне, вернее есть, но их очень мало. Ну и Бономо тоже эта карта не особо помогает, но так как он ставил ставку на терне, он сейчас не может чекать, он, во-первых, без позиции, и ему нужно эту раздачу как-то выигрывать. И он выбирает здесь еще одну большую ставку, он ставит здесь овербет, не самый большой овербет, у него просто больше фишек не остается, он ставит all-in в банк 4 миллиона 900. И по такому розыгрышу, то есть мы можем сделать вывод, что Бономо выбивает такие руки, как туз-дама, туз-король, туз-валет. Некоторые даже десятки слабо он может здесь выбить, хотя десятка будет ставить флоп, скорее всего. Девятки он может выбивать. То есть очень много рук, которые он проигрывает, плюс там, короли хай, тузы хай он выбивает, и из-за этого такая именно линия розыгрыша против рейзера из УТГ, она считается нормальной. То есть гораздо хуже было, если бы он такую линию применил против игрока, который сидит на баттоне либо на катофе, потому что на этих позициях диапазон шире, и там очень много и десяток, и девяток, и восьмерок, и стритов каких-то. Поэтому против УТГ такая линия годится, против более поздних позиций под сомнением. Теперь рассмотрим вариант пассивного розыгрыша флешдро, который тоже принес свои плоды. Перед вами скриншот, на котором Мани Клёсер открывался с ранней позиции, и Адриан Матеос на большом блайнде калировал его с дама 9 мастевыми. Выходит флоп 5-2 дама с флешдро. Мы, так как просто калировали, мы играем чек. Мани Клёсер ставит небольшую ставку в размере 30%. Ну, естественно, мы с флешдро калируем, так как нам, как мы уже знаем, выгодно калировать ставки до половины банка. Терном нам закрывается флеш, выходит бубновый король. Мы снова чекаем. Агрессор ставит ставку уже поплотнее, он ставит половину банка. Мы опять же играем просто кол. Терном выходит девятка. Опять же, девятка могла подойти диапазону агрессора, то есть у него могли оказаться иногда какие-нибудь руки валет 10, те же самые дамы, короли никто не отменял. Поэтому мы снова чекаем в надежде, что агрессор будет продолжать с нас добирать, возможно, с какой-то более слабой дамы. И Мани Клёсер ставит здесь all-in. Ну, естественно, тут никаких раздумий быть не может. Мы играем кол и забираем банк. У нас здесь король 10. Идет рейз со средней позиции, тоже очень много колов, мы тоже здесь калируем. Можно трейзить, можно калировать. Сыграли мы колом, тоже попадаем во флеш-дро, плюс опять же гадшот у нас здесь есть. То есть идеальная ситуация, чтобы калировать по шансам. Играем через кол. Здесь мы уже находимся в позиции. Если оппонент ставит полбанка на флопе, мы калируем. Сейчас опять же ставка в полбанка, нам здесь выгодно колить, мы снова это делаем. По риверу нам ничего не доезжает, ни гадшот, ни флеш, то есть вообще ничего не закрылось. Аутов было много, но не доехало. Агрессор чекает, и мы тоже здесь можем чекать. То есть нам не обязательно здесь ставить all-in, потому что мы тут выбиваем, по сути, только какие-то тузы хай. То есть, так как мы калировали по шансам, то есть мы флоп, терн отколили, то есть мы делали все правильно, то есть в следующий раз будем играть точно так же. Нам доедет либо флеш, либо стрит, и мы те фишки, которые инвестировали в раздачи на флопе, на терне, мы их вернем. Здесь идет ставка, тем более ставка не совсем большая, то есть ставка непонятного размера. Ну и, естественно, мы здесь получаем кол, даже если у оппонента будет девятка, он все равно закалирует. То есть all-in здесь тоже нет смысла ставить, у оппонента всего лишь 5000 остается, это треть банка. Поэтому в таких ситуациях мы играем просто чек и надеемся, что у оппонента тоже была рука какая-нибудь там 10 валет, которая никуда не доехала. Вот, но оппонент оказался 9 валет, то есть он просто по девятке нас отколил. Поэтому в таких ситуациях, когда мы калируем по шансам, нам блефовать не нужно. То есть мы играем просто кол, не доехали, можем чекать. То есть когда мы калируем не по шансам, если бы он под беты ставил, тогда да, блефануть можно, потому что нам нужно у оппонента фишки выигрывать. Но когда мы колем по шансам, мы не блефуем. Вот мы с вами посмотрели 3 варианта розыгрыша флеш-дро. И теперь можно сделать выводы. Первое, что касается активного розыгрыша. При активном розыгрыше мы должны обращать внимание, первое, на тип оппонента, против которого мы играем, на позицию, с которой оппонент открывался, и на стадию турнира. То есть, что касается оппонента. То есть, если мы играем против фиша, который не выбрасывает, который калирует, то здесь активный розыгрыш нам тоже не подходит, так как мы просто не сможем заставить его выбросить, он будет постоянно нас откалывать, и мы дойдем до ривера. Если мы играем против оппонента, который открывался из ранней позиции, то при выходе высоких карт, туза, короля, дамы,
на флоп, мы тоже должны отказаться от активного розыгрыша, потому что в диапазоне оппонента очень много этих карт, и тоже будет очень сложно заставить его выбросить. И третье, что касается стадии турнира. Здесь тоже в начале турнира, в ранней стадии, мы стараемся избегать активных розыгрышей, то есть просто играем пассивно, играем через колл, через чек и стараемся наловить свой флеш. Теперь, что касается пассивного розыгрыша. При пассивном розыгрыше первое, скажем, наверное, единственное, что нужно помнить, это мы должны коллировать строго по шансам банка. То есть если оппонент ставит ставки до 50%, то мы можем спокойно его коллировать и не думать о том, как бы нам потом его на ривере заблефовать. То есть нет, мы просто играем колл, флопа, колл терна, и если доехали, то окей, мы забрали банк. Если не доехали, то ничего страшного, мы делаем все правильно, мы играем по шансам, просто нам сейчас не повезло. Но также хочу заметить, что все эти варианты розыгрыша, то есть активный, пассивный, они работают тогда, когда мы играем против одного оппонента. Если в банке два оппонента и больше, то здесь уже мы должны, скажем так, уже прибегать к логике, потому что заблефовать двоих оппонентов гораздо сложнее, чем одного, троих тем более. И при пассивном розыгрыше тоже. Если оппонент ставит ставку в банк, то есть большую ставку, а второй игрок его коллирует, то с флеш-дро нам тоже уже становится выгодно заходить в раздачу. Вот такие моменты по розыгрышу флеш-дро. Надеюсь, это видео было для вас полезно. С вами был Максим Холдер. Всем спасибо, всем пока.